Всем привет! С вами Велобаза. Сегодня у меня вот такой подопытный на замену рамы. Краткая предыстория. В конце 2020 года к нам обратился владелец этого велосипеда. Приехал он, не то что на Ашанбайке, практически на Ашанбайке, с целью собрать себе что-то более вменяемое. Вот, собственно, что получилось в довольно ограниченном бюджете. Рама Octane One Prony на 29-х катках. Катки нашлись, скажем так, в хорошем, пусть и бэушном состоянии за недорого. В общем, здесь вся философия сборки была в том, что как сделать хорошо и не потратить много денег. Но все мы растем, и вот за эти 2 года владелец перерос эту раму. И возникло четкое понимание того, что хардтейл больше не канает. Была заказана из Европы вот такая вот рама Banshee Prime. Это хороший трейловый подвес алюминиевый, 135 хода сзади. При сборке Prony также делался акцент на том, что все запчасти в перспективе должны подойти к будущей раме. То есть изначально было понимание того, что хардтейл это только переходный этап. Вот, собственно, этот этап и настал. И сейчас мы будем пересаживать старое оборудование на новую раму. Но, конечно, сохранить прям абсолютно все не удастся. Вилка однозначно нам не подходит. Нет, ее можно вставить, но эта вилка явно не отсюда. С eBay была заказана Marzocchi Z2 в очень, скажем так, неплохом состоянии и за очень вменяемый прайс. Также, можно так сказать, с некоторым элементом фетишизма владельцам были заказаны новый руль, вынос, педали и так по мелочи. Вообще тут еще должны быть красивые белые покрышки, но они пока не доехали. Самым спорным моментом в этой сборке остаются колеса. Есть четкое понимание, что эти контрийные колеса, они явно не для этой рамы, но, к сожалению, сейчас в бюджет мы просто никак не укладываемся на новые колеса. Поэтому будем держать в уме, что в следующей итерации сборки они поменяются. Я думаю, надо для начала подраскидать старый велосипед. Тут есть вопрос по системе. При езде доносятся посторонние звуки из каретки. Есть, возможно, понимание, что нам нужно заменить каретку. Многие не знают, но вот здесь есть пластмассовая пластинка. Она выполняет роль предохранителя, чтобы, скажем так, если у вас выкрутится эта гайка, чтобы у вас случайно не снялись шатуны. Слепой тест пальцами показывает, что каретка у нас более чем живая. Скорее всего, щелчки это либо грязь и песок, либо, возможно, недотянутая каретка, но нет, вот все дотянуто. В общем, ставим старую. Если на банше будет щелкать, заменим на новую. Итак, начинаем собирать на новой раме. Перед сборкой не лишним будет проверить ширину каретки на новой раме. БСА в абсолютном большинстве своих случаев бывает либо 58, либо 73 мм. Но у нас тут не совсем стандартный случай, так как я полагаю, что рама не совсем комплектная. Нам не дали вместе с ней опционального успокоителя. У нас здесь кареточный стакан получился 71 мм. Поэтому мы скомпенсируем это добавлением еще одного 2-миллиметрового колечка под правую чашку.
Вот так, конечно, без запаса получилось. Но допустимо. Вот это вот еще один из поводов не укорачивать свой шток под корень. Потом вам будет очень сложно такую вилку продать. Следующий момент у нас заключается в колесах. Так как эта вилка рассчитана под втулку бустового стандарта, то есть 15 на 110, а переднее колесо у нас 15 на 100, нам нужно воспользоваться так называемым бустинатором. Это универсальный комплект, позволяющий засунуть ваше старое колесо в новую вилку. Так как эти колеса здесь все равно временно, и есть как бы четкое понимание того, что, возможно, уже к весне на вай будет собран новый вилсет, как-то перетачивать или искать оригинальные колпачки на это колесо я не вижу смысла. Комплект состоит из проставки отодвигающей ротор от колеса и двух дистанционных шайб и длинных болтиков.
Стой. Стою. Чуть-чуть назад. По чуть-чуть. Стоп. Вперед. Прошел? Да. Так. Тихо-тихо. Опа. Не лезет? Да ладно. Вот это поворот. Что там такое? Дроппер не лезет. У нас внештатная ситуация. Подседельный штырь не влезает в раму. У нас было четкое понимание того, что в этой раме должен быть штырь 31,6. Но штырь оказался 39. Банши Prime начали комплектоваться штырями 39 только в этом модельном году. То есть анонс изменения диаметра был в марте этого года. Рама была заказана в ноябре прошлого года и приехала зимой этого года к нам. То есть это 22-го. С одной стороны, очень хорошо, что у нас прям свежак свежачком, но с другой стороны, а что делать? Но у меня есть решение. Хопа. Е13 Vario. Это один из бюджетных штырей и, в принципе, самое дешевое из нового, что мы нашли конкретно здесь и сейчас в Москве. Картриджная конструкция, очень просто в разборке и обслуживании. Конечно, если что-то случится с картриджем, его придется заменить, он никак не разбирается. Ходов здесь от 120 до 150. В целом хорошая альтернатива, когда больше нет ничего. Прям хорошо тяни. Отстой. Вот. Так, теперь медленно. Вполне себе. И вот какая баньша у нас получилась.
У каждого свое видение идеального велосипеда, и я надеюсь, что сегодня одним счастливым веловладельцем стало больше. За сим все. С вами была Велобаза. До новых видео.